Здравствуйте, друзья! В 20 веке существовало много загадочных и необычных жанров фотографий, которые могут показаться на сегодняшний день как минимум странными. Сегодня мы остановимся на этом поподробнее. Викторианский безголовый портрет – особый жанр фотографии, существовавший в Великобритании в XIX и XX веке. На подобных фотографиях голова модели отделена от тела. Часто натурщик сам держит ее в своих руках. Хотя за этим жанром закрепилось название «безголовые портреты», именно голова на фотографии всегда присутствует, а тело может отсутствовать. Достигался эффект комбинированием негативов путем долгой утомительной работы в лаборатории. Этот вид монтажной фотографии стоил дорого и был весьма популярен во второй половине XIX века в Великобритании. Спрятанная мать – жанр британской фотографии, возникший с зарождением фотографии и исчезнувший в 20-е годы. Фотопортрет ребенка возле спрятанной за драпировкой или иным предметом матери. По мнению современных искусствоведов, появление такого жанра было вызвано несовершенством технической стороны фотографического процесса и особыми представлениями британцев викторианской эпохи о смерти и социальном статусе человека. Мать усаживалась в кресло, фотограф набрасывал на нее ткань, а на колени к ней усаживали ребенка. Матери могли быть запеленуты в одеяло, ковры и парчевую ткань. Они поддерживают и удерживают своих детей в качестве единственного объекта съемки, сами скрываясь от камеры. Иногда матери стояли возле ребенка, фотограф снимал их вместе, но затем отрезал ту часть, на которой располагалась сама мать. Спиритическая фотография – фотография, на которой присутствует объект, явившийся из потустороннего мира. Получила распространение во второй половине XIX века. Спиритическая фотография была предметом дискуссий сторонников спиритизма и их противников. Неоднократно становилась предметом серьезного анализа историков, психологов, социологов и искусствоведов. В настоящее время воспринимается как особый жанр фотографий, характерный для этого времени. Мыслеграфия или ненша – предполагаемая способность выжигать силой мысли изображения на различных поверхностях, например, таких как фотопленка. Мыслеграфия появилась в конце XIX века под влиянием спиритической фотографии, но в отличие от последней она не имеет никакой связи со спиритизмом. Одной из первых книг, в которых упоминается психическая фотография, стала книга Артура Брюнеля Чатвуда. В своей книге он описал эксперименты, в которых изображения предметов на сетчатке человеческого глаза могут так повлиять на нее, что фотографию можно будет получить, глядя на чувствительную пластинку. Посмертная фотография – обычай фотографирования недавно умерших людей. Такие снимки были широко распространены в конце XIX столетия и в настоящее время являются объектом изучения и коллекционирования. Изобретение дагеротипа в 1839 году сделало портретную съемку доступной для тех, кто ранее не мог позволить себе живописные портреты. Этот более дешевый и быстрый метод создания портрета обеспечил среднему классу возможность увековечивать память о своих умерших близких. Фотографии умерших служили не столько напоминанием об быстротечности жизни, сколько сувениром в память о мертвом. Распространенным явлением было фотографирование умерших детей и новорожденных. Уровень детской смертности в викторианскую эпоху был высок, и такие снимки часто были единственными портретами детей, оставшимися в семье на память. Посмертная фотография была полностью вытеснена на протяжении XX века, хотя некоторое продолжение этой традиции прослеживается до сих пор. А что вы почувствовали, когда увидели эти фотографии? Пишите в комментариях.